Всем привет, друзья! Сегодня я проведу обзор двухкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров, которая сделана по моему дизайн-проекту. Самое интересное, что было в этом проекте, это то, что заказчик находится в другой стране, а квартира в Питере. И, наверное, вот за всю стройку, проектирование, за все время вживую я видел его только 2 раза. Но, тем не менее, у нас получилась очень прикольная, интересная квартира, которая заказчику очень понравилась. Погнали! Начну рассказ с планировки. Здесь было очень такое стандартное решение, простое. То есть мы входим, перед нами кухня и гостевой санузел, длинный коридор, в конце которого ванна и 2 комнаты. В принципе, обычная такая квартира, и мы здесь все полностью переделали, все стены снесли, кроме вот этой, конечно, несущей колонны, от которой было никак не отделаться, которая, на самом деле, нас немножко так раздражала. Так вот, мы сделали одно такое большое пространство, гостиной с кухней, а дальше сделали приватную зону, там у нас расположилась спальня с гардеробом и ванная комната. В прихожей все очень просто, мы вошли, и все вещи спрятаны в большой гардеробной комнате, поэтому здесь очень удобно, и нет ощущения бардака, когда, знаете, повешено много курток, все так перемешано и так далее. А слева при входе находится гостевой санузел, что, в принципе, тоже очень удобно, потому что гости не ходят в нашу приватную зону. Расскажу о кухне. Никто не верит, что эта кухня произведена в Пскове, то есть это псковская фабрика «Гармония». Кухня сделана по моим эскизам, то есть как я нарисовал, так ее сделали. И выглядит она потрясающе. В нашей кухне есть все, что нужно. Это холодильник, мойка, посудомойка, индукционная плита и пенал, в который встроена духовка. То есть, в принципе, решение классическое. Есть все, что нужно для жизни. И кухня, я считаю, что это вот оптимальный ее объем. А здесь есть очень интересная фишка. Здесь столешница и фартук сделаны из кварцевого агломерата. Это очень твердый материал, то есть, в принципе, здесь можно резать ножом и ничего не будет. Это кристаллы кварца, это очень твердая вещь, то есть вы ее положили и про нее забыли. И самое главное, что она идет у нас не только по горизонтальной плоскости, по вертикальной, она еще идет вот так с каждой стороны кухни вдоль пеналов и продолжается еще и сверху. И на самом деле она очень тяжелая, и была целая история, мы продумывали, как ее конструктивно закрепить, чтобы потом это все не упало на голову, потому что вещь такая реально очень тяжелая. Фасады кухни — это эмаль. Верхние шкафчики мы выделили деревом, то есть здесь, в принципе, вся квартира на этом и построена. То есть сочетание натурального дерева, серых темных каких-то тонов и природного вот такого серого материала. Рядом с мойкой находится посудомойка. Она большая, это Nef. Обратите внимание, сколько здесь посуды можно поместить. Я сам пользуюсь маленькой посудомойкой на 45, но мне, в принципе, хватает. Но если там большая семья живет, то надо, конечно, брать такую посудомойку. Варочная индукционная плита Nef, и у нее вот такая прикольная фишка. Вот этот манипулятор, он снимается. То есть вот мы его ставим, он прилипает, и можно уже настраивать, крутить все. Фасад кухни подсвечен треками. Это трековая система, встроенная в гипсокартон. И вот эти прожектора, их можно добавлять, убавлять там сколько угодно. Получается очень удобная история. То есть они поворотные. И мы расставили их, в принципе, с более-менее равным расстоянием. Квартира мужская, она делалась для мужчины, поэтому здесь много таких очень темных, красивых тонов. Я слабо представляю девушку, которая закажет такой дизайн. Плитка 20 на 20, фабрика Equip. И она имитирует такое вот мелкое терраса, то есть бетон, замешанный с крошкой. И в центре мы хотели выделить такое яркое, красивое панно, но вот у заказчика была идея фикс, чтобы рисунок был не просто хаотичный, как это обычно делается. Здесь должны повторяться узоры. И, честно, я сломал голову, я делал чертеж всего этого дела, прямо мы запарились. Но получилось, в принципе, красиво, и мне это тоже очень сильно нравится. Обеденный стол очень красивый, это такое тонированное черное стекло, он опускается, то есть, в принципе, из него можно сделать журнальный столик. В таком варианте это большой такой обеденный стол, но обратите внимание, конечно, глянец, черный глянец, здесь видно все затертости, всю грязь, все разводы, и это прямо мучение. В повседневной жизни, конечно, стол, который мы постоянно трогаем, на котором постоянно что-то готовим, это не очень хорошая история. Когда мы обсуждали планировку, мы хотели изначально избавиться от балкона, снести его, но это за собой последовало бы более сложное согласование, чем просто перенос стен. И, в
в принципе, большого выигрыша мы не получали за счет того, что мы его убрали. Плюс туда мы хотели повесить наружный блок от кондиционера, который впоследствии получилось убрать вообще на технический этаж. И балкон остался балконом. В гостиной все очень просто, то есть у нас есть большой мягкий диван в таком современном стиле. ТВ-зона очень просто решена, то есть большой телевизор, под ним консольно висит тумба, сделанная по заказу. Вы дальше увидите в спальне кровать, и изголовье выкрашено в тот же цвет, то есть в принципе решено в одном стиле. Телевизор висит на большом фоне, который декорирован штукатуркой. Она имитирует такой ржавый, такой трэшовый бетончик, и сзади подсвечено. Освещение идет во все стороны и интересно подчеркивает фактуру кирпича. Заказчику хотелось все-таки эту объединенную зону как-то разделить визуально. И мы сделали это за счет рейк. Рейки приходят в пол, потолок, без каких-то видимых креплений. То есть здесь сделан скрытый монтаж, за который никто не брался. Я не знаю, 3 подрядные компании нас просто посылали. И это такая довольно специфическая вещь. В принципе, если надо, могу оставить контакт те, кто вам это сделает. На полу лежит инженерная доска. Это теплый приятный материал натуральный. И за счет того, что она приклеена к полу, можно эстетично решить стыковку плитки и доски. Мы здесь просто также залили герметиком. То есть вот он, его не видно, нет никакого там порно-порошка, который я ненавижу. Нету пробкового демпфера, который со временем темнеет, там вылезает, его нужно менять. Объем гардеробной комнаты мы декорировали той же доской, что и на полу. То есть это инженерная доска, она приклеена на стену. Сейчас мы попали в уютную спальню, и здесь, в принципе, есть только кровать и немного света. Здесь очень интересное изголовье. Кровать сделана по моим эскизам, то есть как мы нарисовали, так нам на заказ и сделали. То есть мягкие подушки, они выполняют роль как раз мягкого изголовья, то есть можно лежать, упереться, будет мягко и комфортно. Под мягкими панелями находится вот такая удобная полочка. Сюда можно положить книжку, телефон, там все что угодно, потому что здесь сейчас нет тумбочек, я думаю, что все-таки мы их сделаем, пока еще не сделали. И здесь, в принципе, можно все положить и сейчас. То есть это, в принципе, удобно, лежишь, над головой что-то берешь. Сверху опять декоративные панели, и обратите внимание, что здесь ткань темно-серая, здесь светло-серая. Такой небольшой нюанс, получается как небольшой градиент. Такая фишка. И все это вокруг обито деревом, это лак. У нас, в принципе, вся мебель в квартире сделана одной компанией, и сделано все в одном цвете, поэтому все помещения между собой очень интересно играют. Хочу отдельное слово сказать про этот кирпич. Это просто была головная боль прораба, потому что заказчик его замучил с этим делом. У него были особые требования. Обратите внимание, это, естественно, не кирпич, это имитация старинного кирпича. И когда можете посмотреть в любой кафешке, где у нас имитируют лофт, что-то пытается изобразить кирпич, вот этот шов вертикальный, он, скорее всего, неровный. Здесь прораб запарился так сильно, подвешивали на тросиках гаечки, чтобы была идеальная линия, и все швы здесь бьются. А так как кирпич совершенно разного размера, все это еще приходилось подгонять, то есть прораб реально, он все проклял, он чуть ли не посидел, но он сделал реально красивый результат, и все, кто видит, не верят, что это просто какая-то плитка. То есть все думают, что это настоящая кирпичная стена, выглядит очень круто. Сверху мы поклеили краской, я не помню точно цвет, но он такой лофтовый, черный, краски Little Green английские. Пару слов хочу сказать по поводу лепнины. Вся лепнина в квартире это не полиуретан, это гипс, настоящий гипс, гипсовые тяги. Они стоят, ну сейчас уже там не сильно дороже, на самом деле, можно себе позволить, но он никогда не треснет, с ним ничего такого не произойдет. И за ним пущен закарнизный свет, то есть это единственный светильник в этой комнате. Если нужно больше света, можно добавить торшеры. Здесь только закарнизка, она служит легким таким вечерним светом. Мы находимся в совмещенном санузле, то есть здесь есть ванна и туалет, и большая мойка. Ну не мойка, тумба, на которой находится умывальник. Здесь же находится стиральная и сушильная машины в такой специальной продуманной нише. Помыли, постирали белье, посушили, не надо ничего развешивать, все уже сухое, готовое, можно сразу нести в гардеробную, которая находится здесь за стенкой. Все сделано на одном производстве. Мойка мне сначала показалась маленькой, но на самом деле здесь довольно удобно, больше, в общем-то, и не надо. Она немножко утоплена, поэтому визуально немножко меньше. И здесь врезан кран, на самом деле здесь при реализации немножко ошиблись, я не уследил, и вода довольно далеко от центра, то есть в принципе как бы не очень удобно мыть руки. Получается, что разлетаются брызги, но в принципе это терпимо, потому что
переделывать это заново мы не стали, там дырявить, как-то заделывать столешку, восстанавливать. В общем, хотели уже скорее жить, и все это убрали. Справа и слева от мойки у нас функциональные розетки. Мы даже не делали их влагозащищенными, потому что они довольно далеко, вода здесь, нереально, чтобы она сюда попала. Сверху висит декоративный светильник, он разбивает вот квадратные стены, делает более уютно, как-то ломает такую композицию, становится интересней. Унитаз с инсталляцией, здесь удобная кнопка, и здесь спрятан люк ревизии. Вот так. Соответственно, получаем доступ к фильтрам, к коллекторам, то есть все можно перекрыть, все можно перекрыть, фильтры можно поменять, то есть все очень удобно и при этом не бросается в глаза. Потом вот так назад возвращаем и закрываем. В принципе, решение довольно стандартное, но почему-то у всех заказчиков оно вызывает дикий интерес. Как же мы все это реализуем, почему швы будут бросаться в глаза, это же все некрасиво. В принципе, вот про это забываешь сразу же. Обязательно с туалетом надо использовать гигиенический душ. Это супер удобно в плане даже не гигиены, а в плане того, что можно унитаз помыть тупо. Шторка душа у нас поворотная, то есть она вот так поворачивается. Но на самом деле я, конечно, за статичные шторки, потому что заказчики жалуются, что здесь подтекает вода. То есть это, в любом случае, если она поворотная, здесь не будет супер-супер герметики, и вода будет подтекать. Но для чего это удобно, что всегда можно хорошо дотянуться до смесителя. Смеситель с термостатом, мы задаем нужную температуру, у меня просто часто задают вопрос, что такое термостат. Термостат – это смеситель, который задает конкретную температуру, она всегда будет та, которую мы настроили. Не нужно каждый раз настраивать, что-то там пытаться. Как вы видите, плитка сверху наползает на ванну, чтобы здесь была минимальная щель, и вода опять же не затекала туда внутрь. И внутри мы поставили просто стеклянные полочки. Здесь всегда удобно ставить шампуни, туда не попадает вода, и это максимально функционально. При входе у нас находится гостевой санузел. Здесь очень просто унитаз, гигиенический душ и небольшая раковина, чтобы помыть руки. Мне очень нравится, когда есть зеркало, потому что если нет зеркала, ты моешь руки и смоешь такую глухую стену, в принципе, почему-то подсознательно, но это не очень комфортно. И обратите внимание, при входе есть две кнопки. Одна кнопка включает свет, а вторая кнопка включает вентилятор. Потому что не всегда это нужно, не все это любят. Бесшумного вентилятора не бывает, это нереально, они всегда шумят. Поэтому надо иметь возможность выключать его. Но, конечно, особенно это важно в ванной комнате, когда вам нужно полежать в ванной в тишине, при свечах, вечером, без вот этого шума.